Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Сегодня будем с вами вязать вот такие пинетки спицами на возраст примерно 9-12 месяцев, может быть чуть-чуть побольше. Вот эта пластиковая форма у меня 12 сантиметров, но пинетки сидят на ней достаточно свободно. Пряжа у меня Alize Happy Baby, вязать буду спицами 2,5 миллиметра. Начнем вязать вот с этой части и будем вязать вдоль пинетки. Сейчас нам нужно набрать на спицу 42 петли. Я буду набирать при помощи крючка, тогда мой край будет начинаться с косички. И когда мы закончим вязать пинетку, мы закроем петли, тогда и в начале, и в конце пинетки будут одинаковые косички. Сделала первую петельку на крючке. И теперь вяжу обычные воздушные петли, но как бы через спицу. Набираем таким образом 42 петли. Или если вам не принципиально важна эта косичка в начале вязания, можете набрать любым удобным для вас способом. 39, 40, 41, а 42 петля одеваю ее с крючка. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаем, не провязывая. Дальше вяжем 1 изнаночная петля. Дальше 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее 1 изнаночная. Сейчас мы с вами находимся вот тут. Связали рисунок для косички. Дальше вяжем платочной вязкой все петли лицевые. 32 петли лицевые и кромочной изнаночной петлей. И кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем, не провязывая. Дальше 32 лицевые петли. Это у нас платочная вязка. Дальше вяжем бортики. 1 лицевая. 6 изнаночных. 1 лицевая. И кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Третий ряд. Кромочную снимаем, не провязывая, 1 изнаночная. И тут мы будем делать первое перекрещивание косы. Первую группу из 3 лицевых петель переснимаем на правую спицу. Провязываем следующую группу из 3 лицевых. Дальше возвращаем 3 непровязанные петли на левую спицу, а 3 провязанные петли на правую. И довязываем те 3 лицевые, которые были не довязанные. Дальше 1 изнаночная. И в этом же ряду мы будем делать отверстие для шнурка. Вяжем 12 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Накид. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой. И довязываем до конца ряда лицевыми петлями. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. 4-й изнаночный ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. Далее 32 петли платочной вязки, то есть вяжем лицевыми петлями. Накиды провязываем как обычную лицевую. Дальше вяжем 1 лицевая, 6 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 лицевая и кромочную в конце ряда изнаночной петлей. 5-й ряд вяжем без изменений. По рисунку кромочную снимаем. Дальше видим изнаночную, провязываем изнаночную. 6 лицевых. Изнаночная. Дальше 32 петли платочной вязки лицевыми петлями провязываем. И кромочную в конце ряда изнаночной петлей. 6-й изнаночный ряд тоже вяжем без изменений. 32 петли платочной вязки. Далее 1 лицевая, 6 изнаночных, 1 лицевая и кромочная в конце ряда провязываем изнаночной петлей. 7-й ряд. Кромочную снимаем. 1 изнаночная, 6 лицевых. 1 изнаночная. В этом ряду мы будем делать следующее отверстие для шнурка. Вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид. Следующие 2 петли провязываем вместе лицевой. Вот такие отверстия мы будем делать в каждом втором лицевом ряду. То есть сделали отверстие, следующий лицевой ряд провязываем просто, и второй лицевой ряд делаем снова отверстие. Так, в каждом втором лицевом ряду не забываем про отверстие. Далее довязываем до конца ряда лицевыми петлями. И кромочную в конце ряда изнаночной петлей. 8-й изнаночный ряд вяжем без изменений по рисунку. Так же, как и остальные изнаночные ряды. 9-й ряд. Кромочную снимаем, далее 1 изнаночная. И снова делаем перекрещивание, переснимаем первые 3 лицевые петли на правую спицу, провязываем следующие 3 лицевые лицевыми, возвращаем не провязанные на левую спицу, а провязанные на правую. И провязываем все 3 петли лицевыми. Далее 1 изнаночная. Вот эти перекрещивания у косы будем делать в каждом 3-м лицевом ряду. Сделали перекрещивание, следующих 2 лицевых ряда пропускаем и в 3-м лицевом ряду перекрещиваем.
Изнаночную провязали, далее вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Кромочную в конце ряда изнаночной петлей. 10 изнаночный ряд, так же как и все остальные изнаночные ряды, вяжем без изменений по рисунку. Дальше с 11 по 24 ряд, то есть 14 рядов, свяжите самостоятельно. Не забывайте, что мы делаем перекрещивание вот этой косы в каждом третьем лицевом ряду и отверстие для шнурка в каждом втором лицевом ряду. Давайте я вам сразу скажу, в каких рядах делать перекрещивание и в каких отверстия для шнурка. Значит, отверстие для шнурка делаем в 11 ряду, в 15 ряду, в 19 и в 23. Перекрещивание косы делаем в 15 и в 21 ряду. Я довязала. На данном этапе у нас должно быть связано 24 ряда, а это 12 дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше мы с вами начнем вязать укороченными рядами вот эту часть пинетки. 25 ряд. Кромочную снимаем. Дальше вяжем по рисунку. 1 изнаночная, 6 лицевых. 1 изнаночная. И дальше вяжем до вот этого места, где у нас были отверстия для шнурков. У нас тут расстояние было в 12 петель. Вяжем 11 петель лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А следующую 12 петлю мы огибаем, переснимаем на правую спицу, рабочую нить вперед и возвращаем петлю на левую спицу. Двадцать шестой ряд вяжем по рисунку. 11 лицевых петель. Это была платочная вязка. Дальше коса. 1 лицевая, 6 изнаночных, 1 лицевая и кромочная изнаночной петлей. 27 ряд. Кромочную снимаем, 1 изнаночная. Тут снова делаем перекрещивание косы. 3 петли переснимаем на правую спицу, провязываем следующие 3 петли лицевыми и возвращаем на левую спицу 3 непровязанные петли. И провязываем их лицевыми. Далее 1 изнаночная. И теперь вяжем на 1 петлю меньше, чем вязали в предыдущем ряду. 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А следующую 11 петлю огибаем. Двадцать 28 изнаночный ряд вяжем по рисунку. 10 лицевыми, 10 петель платочной вязки, 1 лицевая, 6 изнаночных,
1 лицевая и кромочная изнаночной петлей. 29 ряд, кромочную снимаем, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная, далее 9 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А следующую 10-ю петлю огибаем. Тридцатый изнаночный ряд вяжем по рисунку. 9 петель платочной вязки. Одна лицевая, 6 изнаночных. Одна лицевая и кромочная изнаночной петлей. 31 ряд. 1 изнаночная, 6 лицевых. 1 изнаночная, 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Следующую огибаем. Видите, они все вот, их видно, не запутайтесь. Огибаем. 32 изнаночный ряд вяжем по рисунку. Тридцать третий ряд. Кромочную снимаем 1 изнаночная и снова делаем перекрещивание. Одна изнаночная, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующую огибаем. 34 изнаночный ряд вяжем по рисунку. Тридцать пятый ряд, кромочную снимаем, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6. Следующую огибаем. 36 изнаночный ряд вяжем по рисунку. Я думаю, дальше показывать нет смысла, и так все понятно. Тут и видно, и понятно, что в каждом лицевом ряду мы вяжем на 1 петлю меньше. И так нам нужно связать еще 12 рядов до 48 ряда включительно, пока не закончатся все вот эти петли платочной вязки до косы. Перекрещивание нужно будет сделать в 39 и в 45 ряду. И все-таки последние 2 ряда давайте свяжу вместе с вами. 47 ряд. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 6 лицевых,
1 изнаночная. И вот у нас осталась 1 лицевая. 1 изнаночную связали и сразу огибаем следующую петлю. 48 ряд. Вяжем 1 лицевая, 6 изнаночных, 1 лицевая и кромочная изнаночной петлей. В 49 ряду нам нужно провязать все те петли, которые мы не довязывали. Вяжем, кромочную снимаем, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная, и дальше будем провязывать те петли, которые не довязали. И чтобы не было дырочек, вот мы огибали каждую петлю, и у нас образовалась вот такая петелька. Теперь мы будем провязывать вот эту петлю вместе вот с этой петелькой. Находим ниточку, которой мы огибали петлю, поднимаем ее и провязываем вместе лицевой. И вяжем дальше все петли лицевыми. Кромочная в конце ряда изнаночной петлей. 50 изнаночный ряд. Вяжем без изменений по рисунку. Кромочную снимаем. Далее 32 петли платочной вязки, то есть вяжем лицевыми. Далее коса 1 лицевая, 6 изнаночных, 1 лицевая и кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Дальше нам нужно провязать прямо, ну имеется в виду, что без укороченных рядов. 12 рядов. 2 из них мы уже провязали. Осталось провязать еще 10. Вяжем без изменений по рисунку, не забывая делать отверстия для шнурков и перекрещивание на косе. На косе нужно будет сделать перекрещивание в 51 и 57 ряду. Отверстие для шнурка мы будем делать в 51, 55 и 59 ряду. 12 рядов связано, у нас должно получиться 6 дорожек. Вот они, укороченные ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше снова вяжем укороченными рядами, но уже как бы в обратную сторону. Вяжем 61 ряд. Кромочную снимаем. 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная, а следующую петлю огибаем. 62 изнаночный ряд. Вяжем по рисунку. 1 лицевая, 6 изнаночных. Кромочная в конце ряда изнаночной петлей. 63 ряд.
Кромочную снимаем, 1 изнаночная. Тут мы делаем перекрещивание. Одна изнаночная. Ту петлю, которую огибали, провязываем лицевой вместе с той ниточкой, которой огибали. Следующую огибаем. В 64 изнаночный ряд вяжем по рисунку. 1 лицевая, дальше коса, 1 лицевая, 6 изнаночных. Одна лицевая и кромочная изнаночной петлей. 65 ряд, кромочную снимаем, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная. Дальше вяжем 1 лицевая, вторую лицевую провязываем, это та, которую мы огибали, вместе с ниточкой, с петелькой той, которую мы огибали. Следующую петлю огибаем. Вяжем 2 петли платочной вязки, 2 лицевые, дальше коса, 1 лицевая, 6 изнаночных. 1 лицевая и кромочная изнаночной петлей. 67 ряд, кромочную снимаем, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная. Дальше вяжем платочной вязкой 1, 2 и третью петлю провязываем, ту, которую огибали, вместе с ниточкой, которую огибали. Следующую огибаем. 68 изнаночный ряд. Вяжем 3 петли лицевые. Это платочная вязка. Далее коса, 1 лицевая, 6 изнаночных. 1 лицевая и кромочная изнаночной петлей. Тут, думаю, тоже все понятно. В каждом лицевом ряду мы провязываем на 1 петлю больше. Так нам нужно провязать, прибавляя по 1 петле, пока не доберемся до 12 петли, до отверстия. Всего нужно провязать 16 рядов. То есть еще 16 рядов к тем, что мы уже провязали. Перекрещивание на косе делаем в 69, 75 и 81 ряду. 83 и 84 ряды свяжу вместе с вами. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная. Дальше вяжем лицевыми 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петлю мы ее огибали в предыдущем ряду. Поднимаем ту ниточку, которой огибали, и провязываем их вместе лицевой. Следующую 12 петлю огибаем. 84 изнаночный ряд, вяжем 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 лицевая от косы,
6 изнаночных, 1 лицевая и кромочная изнаночной петлей. 85 ряд. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная, и дальше вяжем все петли лицевыми до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот она, 12 петля, ее мы огибали в предыдущем лицевом ряду. Поднимаем ту ниточку, которую огибали, и провязываем их вместе лицевой. Все, и дальше без изменений вяжем платочной вязкой все петли лицевыми. Кромочную в конце ряда изнаночной петлей. В 86 изнаночный ряд кромочную снимаем, вяжем все петли по рисунку. 32 петли платочной вязки, 1 лицевая, 6 изнаночных, 1 лицевая и кромочная в конце ряда изнаночной петлей. 87 ряд. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, перекрещивание косы. Одна изнаночная. В этом ряду мы еще сделаем отверстие для шнурка. Вяжем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид. 2 следующие петли вместе лицевой и довязываем лицевыми петлями до конца ряда. Кромочную в конце ряда изнаночной петлей. 88 изнаночный ряд вяжем по рисунку без изменений. Дальше будем вязать прямо, так же как и вязали вот эту часть в самом начале. Вяжем по рисунку, делаем перекрещивание косы и вывязываем отверстие для шнурков. С 89 по 108 ряд вяжем самостоятельно. Отверстие для шнурков делаем в 91, 95, 99, 103 и 107 рядах. Перекрещивание косы делаем в 93, 99 и в 105 рядах. Мои 108 рядов связаны. Дальше закроем петли и будем вязать подошву. Кромочную снимаем. Дальше провязываем все петли лицевыми. Провязали лицевой, продеваем сквозь предыдущую петлю. Провязали лицевой, продеваем сквозь предыдущую петлю. И так закрываем все петли. Пинетка почти связана. Вяжем подошву. Мы вязали 108 рядов, значит у нас должно быть 58 кромочных. 6 центральных, с них мы начнем вязать подошву, и по краям остается по 24 кромочных. Переворачиваем лицевой стороной к себе. Вяжем первый ряд. Маркер уберу.
Набираем 6 петель из кромочных. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер уберу. И 6 петля. 6 петель набрано. Плюс набираем еще одну дополнительную петлю. То есть это у нас уже 7. Разворачиваемся. Вяжем второй ряд подошвы. Кромочную снимаем и вяжем оставшиеся петли лицевыми. 1, второй ряд провяжем за заднюю стенку. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. С изнаночной стороны добавляем вот так. Третий ряд. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Четвертый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Пятый ряд. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Шестой ряд. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 плюс дополнительная петля из кромочной. Больше петли мы прибавлять не будем. Начиная с 7 ряда вяжем вот так. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а 11 и 12 провязываем вместе лицевой. Плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 8 изнаночный ряд. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 провяжем вместе лицевой, но за заднюю стенку. Ничего не переворачиваем. Ничего не переворачиваем, просто вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку, плюс 1 дополнительная петля из кромочной. И таким образом вяжем подошву платочной вязкой по 12 петель в каждом ряду, пока у нас не останется по 3 кромочные на каждой стороне подошвы. Итак, я довязала, у меня осталось по 3 кромочные с каждой стороны. Я ряды не считала, но судя по дорожкам, у меня 21 дорожка, значит связано 42 ряда. Вяжем 43 ряд. Кромочную снимаем и вяжем 5 убавок подряд.
1, 2, 3, 4, 5. Одна лицевая и плюс одна дополнительная петля из кромочной. 44 ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плюс одна дополнительная петля из кромочной. 45 ряд, кромочную снимаем и вяжем 4 убавки подряд. 1, 2, 3, 4. Плюс одна дополнительная петля из кромочной. 46 ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, плюс одна дополнительная петля из кромочной. 47 ряд, кромочную снимаем, вяжем 3 убавки. 1, 2, 3. Плюс дополнительная петля из последней кромочной. 48 ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, плюс дополнительная петля из последней кромочной. Подошва и пяточка готовы. Дальше вам покажу первый способ, что мы будем делать дальше. Я его покажу вам как вариант, чтобы пинетки были бесшовные. Кромочную снимаем, провяжем 2 убавки. Одна лицевая. Я специально маркер не убираю, чтобы видеть, где у нас следующая. Плюс одна дополнительная петля из кромочной. Кромочную снимаем, вяжем все петли лицевые. 3, 4, 5 и плюс одна дополнительная петля из кромочной. Это уже 51 ряд, да? Кромочную снимаем, вяжем 2, 3, 4, пятую и шестую вместе лицевой, одна дополнительная петля из кромочной, разворачиваемся, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, а пятую и шестую вместе лицевой за заднюю стенку и плюс одна дополнительная петля из кромочной. И вот так, как последние 2 ряда, провязываем всю пинетку. Я не хочу использовать этот вариант. Вернулась обратно. Сейчас у меня провязано 48 рядов. В 49 ряду кромочную снимаю, вяжу 2, провязываю 2 убавки.
кромочную, одну лицевую. И теперь при помощи крючка протяну вот эту последнюю петельку сквозь все петли. Ниточку вытягиваю подлиннее, отрезаю. Второй способ: иголочкой прошиваем аккуратно по кромочным. Второй способ я тоже не хочу использовать, я буду использовать третий способ при помощи крючка. Не вытягивала ниточку до конца, вот оставила петельку. Сейчас буду провязывать соединительными столбиками и подхватывать буду сразу петли, и буду подхватывать одновременно петли с двух сторон. Но буду провязывать не за обе стенки петли, а только за как бы внутреннюю, да, те, кто ближе к внутренней стороне. Нашла, вот это уже занята кромочная, следующую кромочную подхватываю полупетлю на одной стороне. Вот она тут спряталась. Полупетлю на другой стороне и провязываю как обычный соединительный столбик. Дальше снова полупетля на одной стороне, полупетля на другой стороне и провязываю как обычный соединительный столбик, ну или воздушную петлю через 2 боковые петли. Снова подхватила одну полупетлю на одной стороне, вторую полупетлю на другой стороне, провязала. И так провязываю, пока не закончатся все кромочные. Вот и все, пинетки готовы. Для шнурка я крючком 3 мм набрала 100 воздушных петель. Ровных вам петелек, всем добра!